Вот как сегодня за ночь меня присыпало снежком. На улицу еще не выходил. Сейчас посмотрю, как там обстановка. И буду думать, чем мне сегодня заниматься. А вот какая красота. Сейчас первым делом протру солнечную панель, чтобы хоть какой-то заряд шел на аккумулятор. А ее практически и протирать не надо. Странно, такой снег шел сильный. Здорово. Тепло сегодня. Даже очень тепло по сравнению с 20 мороза. Сейчас -2, -1, наверное. Нетронутый снежок, никаких следов нет. Похоже, никто не бегал здесь рядом. А на льду вижу какие-то следы. А вот тропинка. Есть охотники, кто знает, кто это пробежал. Собачка, наверное. Ого! Какие-то росы поднялись. Удачненько. Это я могу расковырять и повыбирать себе камушки. Замечательно получилось. Интересно, как там лед. Чего его так выдавило? Я вижу свои лунки, почему-то они немного светятся под снегом. Подозрительно. После становления льда резко потеплело. Выпал снег, я не знаю, какое состояние льда сейчас, а там все-таки уже глубина. Как-то я опасаюсь подходить. Вроде не трещит. Так. Да, здесь. Вроде все в порядке. Но лед, конечно, больше не нарос под снегом. Так и осталось сантиметров 9. Ничего, сейчас попробую. Да, я забыл мотыль. Придется возвращаться. Крючки сразу поставил крупные, на ляща. Сначала пробую без прикормки, потому что бывает так, что если вечером лунка закормлена, то рыбка остается стоять под лункой на прикормке. Сейчас посмотрим, пришел ли кто-то. Вот крючок на дне. Сейчас посмотрим, есть там кто-то или нет. Обычно, если рыбка стоит после ночи на прикормке, то она моментально дает о себе знать. И поклевка происходит незамедлительно. Ну что, пока
Открою следующую лунку. Похоже, здесь никого нет. Лучше обрезать острые края, чтобы леска не порезалась. Вот такой вот лед. Что-то здесь вообще подозрительно. Так открыто. Да нет. Снова закармливаю сыпучей прикормкой вперемешку с разваренным горохом. Только что кто-то дернул. Опять окунишка, наверное. Ну что, обход всех лунок с удочкой не принес никаких результатов. Одна небольшая, еле заметная поклевочка. И все. Поэтому иду греться в землянку. И вернусь примерно через часик. И проверю еще раз. Ну вот мороза как и не бывало. +2 и моросит дождик. Хоть бы лед выдержал. Вроде в ближайшее время передают снова хорошие морозы. Но сейчас уже, наверное, опасно выходить. Сегодня третий день, как я прикармливаю свои лунки. Но рыбка пока отказывается клевать. Не хочет пробовать предложенные наживки. Но это не удивительно, потому что лед совсем недавно установился. Как правило, рыба находится в первые дни после становления льда в таком стрессовом состоянии. И стоит в толще воды. И редко когда клюет у рыболовов. Вот весь водоем затянут. Вдалеке на той стороне сидят рыболовы. Уже слышны где-то звук мотоциклов, квадроциклов, снегоходов. В общем, лед уже более-менее окреп. Люди ездят уже на зимнем транспорте для рыбалки. Много времени рыбалке я сейчас не уделяю, потому что знаю, что шансов на поимку рыбы немного. И в моем случае это нецелесообразно сейчас упираться в рыбалку и целый день провести на льду. Потому что достаточно много
какой-то работы и по землянке, да и в принципе бытовые какие-то работы, то есть даже стирка, готовка, заготовка дров и так далее. И пока я не вижу смысла уделять много времени на рыбалку, пока не начнет рыбка активно кормиться, я буду так набегами подкармливать периодически и пробовать на удочку, какая активность сейчас у рыбы. Как только она проявит себя, я уже буду чаще выходить и больше времени уделять рыбалке. Ну а пока займусь какими-то делами по землянке. Попытаюсь разобрать этот торос, посмотреть, какие там есть камушки. Очень хочется закончить свой кухонный уголок, доложить его камушками, чтобы было уже красиво и удобно готовить и мыть посуду. Ну, в общем, заниматься своими бытовыми делами. Многие рыболовы, которые увлекаются зимней рыбалкой, часто замечали такую картину, что какие-то предметы, оставленные на льду, зачастую это, конечно, к сожалению, мусор, который рыболовы не убирают за собой. Так вот, предметы, особенно темного цвета, нагреваясь на солнце, они нагреваются и как бы расплавляют лед и уходят глубоко под лед. Так вот, и я обратил на это внимание и решил поэкспериментировать вот каким образом. Я взял сажу из печки и высыпал вот такой вот квадрат в надежде на то, что солнце нагреет сажу и она проплавит лед, и мне будет проще потом прорубить его до конца и достать те камушки, которые мне нужны для укладки мойки. Ну, в общем, вы знаете, о чем я говорю. Ну и кроме того, природа мне немного помогла. Сильный ветер, видимо, дул в эту сторону. И вот так вот вся льдина пошла на берег и выдавила вот такой вот торос, но не изо льда, а из камушков. И мне будет не очень сложно, в принципе, разбивать эту глыбу и достать оттуда нужные мне камни. Но, к сожалению, здесь они не такой формы, которые мне нужны. Но какую-то часть, я думаю, можно будет выбрать. Но остальное я уже попробую достать из-под воды. Если же у меня получится с этим вот ведьминым кругом, а точнее квадратом. Посмотрим, завтра обещают солнечную погоду. И посмотрим, что из этого получится. Ну а рыбки мне так и не удалось добыть за эти 3 дня. Я периодически подкармливаю лунки, но улова так и не было. Поэтому сейчас высыплю очередную порцию прикормки и пойду заниматься ужином. Сегодня я сделаю очень простой, вкусный и быстрый в приготовлении салат. Он уже был у меня на канале в одном из первых видео. Но оно почему-то набрало немного просмотров. Но я думаю, это скорее всего из-за того, что тогда была аудитория совсем небольшая. И поэтому его посмотрели мало людей. Но я категорически рекомендую его к приготовлению. Особенно он подойдет для рыбаков, охотников и любителей отдыха на природе. Готовится прямо вот так на руке, не нужны ни дощечки, ни какие-то еще особые приспособления с кухни. Нарезаем картошку, не обязательно мелко, как получается, это вообще такой больше мужской салат. Женщины у себя на кухне могли бы сделать, конечно, и аккуратней. А так для рыбака и охотника пойдет такая брутальная нарезка, крупная, прямо на руке. Все эти ингредиенты очень часто бывают у любителей охоты и рыбалки с собой в рюкзаке, как бы на обед привезенные из дому. Вот видите, все режется просто на руке. Абсолютно быстро. Готовится он, если вы хорошо обращаетесь с ножом, буквально за минуту. Вот так вот лук нарезаю дольками, как арбузик. Никакие дощечки не нужны. Все на весу.
Этот салат меня научил готовить мой дедушка. Мне было тогда еще, уже не помню сколько лет, ну, наверное, годика 4, может и меньше. И с тех пор я его очень часто готовлю. Он мне очень нравится. Обязательно попробуйте. Не пожалеете, вкус необычный. Продукты совершенно простые, обыденные, но их сочетание это что-то с чем-то. Все. 3 картошки, 3 огурца, половина луковицы. Вот и все ингредиенты. Теперь, кто любит соленое, можно подсолить. Ну, зависит, какие у вас огурцы. Я люблю перченое, хорошенько перчу. И заправляю растительным маслом. Подсолнечным. Желательно пахучим, нефильтрованным. Ну, таким деревенским. Если у вас на рыбалке или в походе нет масла подсолнечного, ну, далеко не каждый берет с собой масло, то вполне подойдет майонез. С майонезом тоже очень вкусно, но с маслом это рецепт оригинальный, поэтому попробуйте и так, и так. Все, добавляю перец. Добавляю масло пахучее. Все, салат готов. Приятного аппетита!